В начале мая 2023 года я 2 недели провел в курортном поселке Бхаксу, находящемся поблизости от широко известной в йоговском сообществе Верхней Драмсалы, в которой расположена резиденция духовного лидера Тибета Далай-ламы XIV. Посещение этого замечательного места закономерным образом вошло в мою программу пребывания здесь. Драмсалу часто называют индийским Тибетом. Этот небольшой населенный пункт получил такое неофициальное наименование после того, как в 1960 году по приглашению тогдашнего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру сюда переехал преследуемый в Китае Далай-лама, а вместе с ним и все тибетское правительство. Верхняя часть Драмсалы, знаменитый Маклеод-Гандж, представляет собой несколько кривых узких улочек, хаотически застроенных разнообразными зданиями. Преимущественно это отели и гестхаусы, на первых и последних этажах которых находятся кафе, рестораны, а также различные лавки и магазинчики. Помимо тибетцев, которых здесь не так уж и много, населяют Маклеод-Гандж иностранцы, часть которых перебравшиеся из Африки, часть любителей йоги и медитации, часть израильтяне, цели которых для меня остаются загадкой. Также много здесь и индийских туристов, по большей части из ближайших штатов. Находится резиденция Далай-ламы почти на въезде в Маклеод, то есть на дальней от Бхаксу части поселка. Но это, однако, не явилось для меня препятствием. Сначала я миновал короткий перешеек между поселками. Затем кипящую торговой стихией центральную часть Маклеода. Потом длинную торговую улочку с изделиями тибетских народных промыслов и, наконец, достиг резиденции. На входе в резиденцию находится большой книжный магазин с книгами буддийской тематики и бронзовый памятник тибетским монахам, совершившим самосожжение в знак протеста против захвата Тибета Китаем. Нужно сказать, что посещал резиденцию Далай-ламы я не один раз, и в это видео вошли кадры из нескольких моих посещений. Сама резиденция представляет собой огромное пространство на нескольких уровнях. В центре расположен храм. Миновав череду лестниц, я вышел на защищенную сверху от непогоды натяжной крышей в виде нескольких шатров небольшую площадь перед храмом. На огороженной площадке проходил классический буддийский философский диспут, в котором участвовали молодые монахи.
Эта парная практика состоит в том, что один из участников сидит на полу, а другой стоит перед ним. Тот, кто стоит, с характерными жестами задает вопросы сидящему на тему из буддийских философских текстов, изученных ранее. Сидящий отвечает ему. Посетители с интересом наблюдали за ходом дебатов. На условно втором этаже по внешнему контуру расположен длинный обширный балкон с перилами, опоясывающий центральную часть резиденции. По этому балкону присутствующие идут бесконечную кору. Помимо тибетцев, кору с удовольствием проходят индейцы и приезжие иностранцы. Присоединился и я к этому многоцветному людскому потоку. На части балкона, обращенной к поселку, вдоль стены установлен ряд молитвенных барабанов с мантрой «Ом Мани Падме Хум». С балкона открывается красивый панорамный вид на долину, Маклеод, фуникулер и живописный горный массив Дхауладхар. Нужно сказать, что в свой прошлый приезд в Драмсалу в 2016 году я также посещал резиденцию Далай-ламы и был свидетелем одного интересного действа. Сидя на скамейке в том же самом месте под шатрами, я заметил, что несколько монахов носят ведра с едой и ставят их в центре площади. На большом пространстве вокруг центрального храма были разложены маты, на которых сидели верующие. Поначалу я подумал, что все ждут службы или совместного пения мантр, поскольку позы присутствующих говорили о готовности именно к этому. Однако через некоторое время, по непонятному мне сигналу, все поднялись и с тарелками в руках отправились на ту самую площадь. Там раздавали еду, причем не только монахам, но и всем желающим. Хорошая, как мне кажется, традиция. Еще некоторое время я походил по резиденции, посидел на одной из скамеек немного в стороне и направился наружу. Важно сказать, что в резиденции ощущается какая-то особенная энергетика. Описать ее словами представляется затруднительным, тем более, что я не мастер такого рода описаний. Хотя, возможно, это сугубо психологический эффект,
возникший в моем уме от осознания значимости и намоленности этого прекрасного места. На выходе практически уже просветлившегося посетителя резиденции традиционно встречает некоторое количество попрошаек и разнообразных торговцев, возвращающих уважаемую публику на грешную землю. А длинная торговая улочка наводит на мысли о сувенирах, подарках и прочих покупках. На обратном пути я мысленно попрощался с этим прекрасным местом и Маклеодом. На следующий день мне предстояло отправиться в Дели, чтобы оттуда в тот же день продолжить свой путь на родину.